Всем привет! В этом ролике речь пойдет о низкоуглеводной и безуглеводной пище, а также о настоящей причине того, почему люди придерживаются низкоуглеводной диеты и почему эта тема сейчас настолько популярна. При стандартной низкоуглеводной диете люди стараются потреблять от 50 до 100 грамм углеводов в день. При кетогенной диете, а это еще один вид низкоуглеводной, потребление снижается до 25-30 грамм. Некоторые люди и вовсе садятся на диету с нулевым содержанием углеводов. Когда мы садимся на подобные диеты, очень важно понимать особенности еды, которую мы выбираем, потому что просто знать, сколько в ней содержится углеводов, недостаточно. На мой взгляд, еды с нулевым содержанием углеводов на самом деле не существует. К таким вещам можно отнести разве что воду, яблочный уксус, чай или кофе. В них почти нет калорий, и они не могут давать нашему организму достаточно энергии для жизни. Каждому человеку нужно следить за уровнем инсулина в крови, и углеводы имеют прямое отношение к этому. Попадая в наш организм, углеводы превращаются в глюкозу, а глюкоза, в свою очередь, повышает уровень сахара в крови. И чтобы понизить его, наш организм вырабатывает инсулин. Но из-за повышения уровня инсулина вы быстрее начинаете чувствовать голод, и в конечном итоге это может привести к набору веса. Это происходит мгновенно. Стоит вам только положить еду в рот, как уровень сахара незамедлительно возрастает. А вот в белке содержатся аминокислоты, которые хоть и могут превращаться в углеводы, но это происходит намного медленнее. И что касается жиров, они содержат так называемый глицерин, который также может превращаться в небольшое количество глюкозы, но он делает это еще медленнее, чем углеводы и белки, и это занимает гораздо больше времени. Поэтому, несмотря на то, что мы хотим сократить количество углеводов, я думаю, что сначала нам нужно узнать больше о диете с нулевым содержанием углеводов. И, кстати, люди, которые придерживаются плотоядной диеты и едят много белка, технически не придерживаются диеты с нулевым содержанием углеводов, потому что хоть в мясе и нет углеводов, белок при этом весьма быстро превращается в глюкозу. Так что можно сказать, что это просто разные формы энергии, которые запускают различные виды инсулина. Итак, первая категория безуглеводных продуктов – это жиры и масла. Они являются первой и лучшей заменой сахара и углеводов. И хотя они не могут поддерживать вас сами по себе, они содержат достаточно калорий, которые могут вас насытить. Такие продукты, как кокосовое и оливковое масло, на 100% состоят из жиров по весу. Так что очевидно, что 100% калорий поступает из жиров. А, например, сливочное масло содержит около 80% жиров. Также в нем есть немного воды и следов белка и углеводов, но жиры настолько преобладают, что 99,5% калорий приходится на них. Так что для всех практических целей масло и эти чистые жиры – это одно и то же, и это то, чем вы можете насытиться, когда вы сидите на низкоуглеводной диете. Следующая категория продуктов – это мясо. Возьмем, например, курицу. Она состоит примерно из 4% жиров, в зависимости от того, какую часть курицы вы употребляете, и 20% белков. Так что у нас есть 26% калорий из жиров и около 74% из белков. Итого получается 3/4 белка и примерно 25% жиров. Или же можем выбрать что-нибудь более жирное, например, лосось, в котором содержится вдвое больше жиров. Тогда процентное соотношение изменится довольно быстро. Поэтому даже если люди сидят на плотоядной диете и думают, что они едят только белок, то они немного ошибаются. Если взять говядину с 10% содержанием жира, то жиры будут составлять уже более 50 калорий. И помните, что углеводы вызывают наибольшее количество инсулина. На втором месте идет белок с умеренным уровнем, и жиры занимают уже незначительное место. Как только ваш организм получает продукты с большим содержанием жиров, этот процент увеличивается, и затем инсулиновая реакция снижается. Если рассматривать говядину с 15% содержанием жира, то у нас получится 62% калорий. А если же взять говядину, которая будет на 25% жирнее, и еще приправить ее каким-нибудь жирным соусом, то мы получим 76 калорий из жиров. Хотя мы просто едим мясо, которое некоторые люди считают лишь источником белка.
Еще один важный фактор, связанный с пищей, это то, насколько она вас насыщает. Когда вы едите в основном углеводы, то уровень вашей глюкозы и инсулина будет сильно колебаться. И каждый раз, когда происходят сильные скачки, вы будете чувствовать голод намного сильнее. Если вы едите что-то вроде рафинированного сахара, то углеводы будут сильно колебаться, но если вы употребляете мясо, содержащее жиры и белки, то они будут колебаться гораздо меньше. Поэтому у вас не будет перепадов настроения и перебоев энергии, и вы будете чувствовать себя намного лучше. И следующие в списке – яйца. Яйцо содержит около 9% жиров и 12% белков. Его считают белковой пищей, но вот с точки зрения калорийности оно составляет 60 калорий из жиров и очень-очень мало углеводов. Теперь давайте посмотрим на то, что многие люди считают стандартом, к которому нужно стремиться при кетогенной диете. Мы пытаемся потреблять примерно 2000 калорий в день, при этом на углеводы должно приходиться не более 5% калорий, то есть около 100 калорий или 25 граммов чистых углеводов в день. Затем мы едим умеренный белок, а остальное восполняем жирами. Как мы можем видеть из этой таблицы, яйцо намного ниже с точки зрения углеводов. И мы с вами уже знаем о реакции инсулина на жиры по сравнению с белками. Поэтому, как вы могли заметить, яйца вполне соответствуют всем критериям для низкоуглеводной или кетогенной диеты. Еще одним популярным выбором при низкоуглеводной диете являются молочные продукты. Сейчас существуют как молочные продукты с лактозой, так и без нее. Например, сыр, выдержанный всего 2-3 месяца, если он был выдержан правильно, не должен содержать лактозы. И в нем довольно много жиров, примерно 34%, а также относительно много белков. Еще присутствуют следовые количества углеводов, что дает нам около 75% калорий из жиров и 24% из белков. Такой сыр, как бри, чеддер или гауда, будут иметь похожие профили питательных веществ. Но когда речь идет о других формах молочных продуктов, то тут могут быть огромные отличия. Если рассматривать густые сливки, то выходит, что мы получаем от 35 до 40% жиров и немного углеводов. Поэтому 95 калорий будут поступать из жиров и только 3% будет приходиться на углеводы. Если же мы сократим количество жиров, возьмем, например, сметану, в ней примерно вдвое меньше жиров, то процент калорий и жиров по-прежнему составляет 90%, а количество углеводов не намного больше. Так что это вполне подходит для низкоуглеводной или кетогенной диеты. Но когда мы доходим до обезжиренного молока, вот тут нам нужно действительно обратить внимание на то, что содержание жира в нем очень и очень низкое, а вот углеводов там пропорционально больше. 7% калорий приходится на жиры, по сравнению с 95% в сливках это совсем мало, а колоссальные 56% в обезжиренном молоке поступают из сахара. Каждый раз, когда вы собираетесь использовать пару щедрых ложек сметаны для добавления к блюдам или сливок для кофе, вы должны понимать, насколько же велика разница в сравнении с тем же обезжиренным молоком. Следующая категория – это листовая зелень. И некоторые люди думают, что поскольку все овощи почти полностью состоят из углеводов, их следует избегать. Но нам в первую очередь важно разобраться, какое влияние они оказывают на инсулин. Если вы едите что-то вроде салата, то надо понимать, что в нем практически нет жиров, в нем присутствует немного белка и совсем чуть-чуть углеводов. А вот если мы выделим процент макрокалорий из разных видов, то мы обнаружим, что целых 39% калорий приходится на углеводы. Но не переживайте, это не имеет такого значения, потому что этих калорий на самом деле очень и очень мало, и вам не нужно беспокоиться о них. Кроме того, в листовой зелени содержится огромное количество клетчатки и воды, поэтому она очень медленно усваивается, и это поможет вам наполнить желудок на какое-то время. Еще не стоит забывать, что клетчатка питает ваши кишечные бактерии, что не менее полезно для организма. Если мы рассмотрим рукколу или шпинат, то цифры хоть и немного изменятся, но существенно ни на что не повлияют, так что листовая зелень отлично вам подойдет.
Думайте о ней как о хорошем дополнении, которое не имеет большого значения. Поэтому, когда мы сравниваем эти цифры с кето-макросами 75, 20 и 5, куда важнее становится то, какие продукты вы будете добавлять к листовой зелени. Давайте предположим, что у нас есть обычный салат плюс 2 столовые ложки оливкового масла. Как вы можете видеть, оливковое масло будет преобладать в данном случае. 2 простые столовые ложки доведут калорийность жиров до 97%, а калорийность углеводов уменьшится до 2%. Всегда помните про то, что эти овощи лишь дополняют ваш рацион, и важно то, что вы едите вместе с ними. Следующая категория – некрахмалистые овощи. Они почти такие же низкоуглеводные, как и листовая зелень, например, брокколи, цветная капуста или болгарский перец. В них будет очень-очень мало жиров и несколько грамм углеводов. И хотя процентное содержание углеводов выглядит плохо – 52, 54 и 68, но это не так важно, потому что калорий настолько мало, что если вы употребляете вместе с ними, например, мясо, рыбу или немного других жиров, то это будет полностью преобладать над углеводами. Вам нужно беспокоиться о том, чтобы подсчитать общее количество углеводов и убедиться, что они не выходят из-под контроля. Следующие в списке – орехи. Это очень популярная закуска на кетогенной диете. В таких орехах, как макадамия, 93% калорий приходится на жиры, а 3% на углеводы. Орехи пекан по характеристикам весьма похожи на макадамию. В грецких орехах содержится немного меньше жиров и больше белков. Так что если вы пытаетесь ограничить потребление белка, вы можете ограничить количество грецких орехов. Но если смотреть на картину в целом, то процент углеводов чрезвычайно низкий, а процент жиров высокий. Так что это очень кето-дружественный продукт. Далее идут семена. Отличным вариантом будут льняные, конопляные семена, а также семена чиа. В них немного меньше жиров, но показатели все равно достаточно высокие. 83,72% калорий приходится на жиры, при этом в них очень мало углеводов, большая часть которых это клетчатка. Следующие в списке такие фрукты, как авокадо и оливки, хотя оливки с ботанической точки зрения являются костянками, а не ягодами или фруктами. Эти продукты очень сильно насыщены жирами, и как раз поэтому из них делают масла. В них очень мало белка и углеводов, а основную часть занимают жиры. Например, у авокадо на жиры приходится 90% калорий, а у оливок 86%. Далее речь пойдет про ягоды. И вот список ягод, которые подходят на регулярной основе для низкоуглеводной или кетогенной диеты. Вы можете есть в умеренном количестве ежевику, малину и клубнику. Все 3 вида ягод содержат около 5 граммов углеводов, которые в данном случае являются сахаром. Но в процентном соотношении углеводы, конечно же, будут преобладать, так что не особо наседайте на эти ягоды, потому что они вызовут повышение инсулина и сильно подпортят ваши планы на эту диету. Не забывайте также про то, что если вы, например, будете есть эти ягоды со взбитыми сливками, то данные о калориях совсем поменяются. Если, например, взять 4 столовые ложки густых взбитых сливок вместе с половиной чашки ягод, то теперь вы будете получать 85% калорий из жиров и 11% из углеводов. Вы, конечно, можете побаловать себя сливками, но самое главное, не переборщите с количеством, и все будет в порядке. Надеюсь, что вам понравилось это видео и вы узнали немного больше о низкоуглеводных продуктах. Всем спасибо за просмотр!